Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Это видео посвящено уже не Новому году, а светлому празднику Рождеству. Я покажу вам, как сделать вот такую пряничную открытку к Рождеству в витражной технике. Посмотрите, какая она красивая. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра. Пряник я заранее покрыла глазурью и перенесла картинку. Ссылка на изображение будет в описании под видео. Картинка сложная, очень много деталей, много линий, поэтому рекомендую сначала потренироваться на бумаге, проверить, чтобы глазурь была нужной консистенции, чтобы линии ложились ровно и мягко, чтобы все стыки соединялись легко и не было зазоров между линиями и пряником, как было у меня в видео про витраж на пасхальных топерах, если помните. Ссылка будет в описании. Глазурь нужна той же консистенции, что и в прошлом видео с раскрасками. Ссылку на это видео тоже оставлю в описании. Консистенция глазури мягкая, эластичная, легко тянется и не сливается. Ею легко делать какие-то контуры, узоры, писать и рисовать раскраски. Консистенция пайпинг. На первом этапе нужно нарисовать картинку, то есть обвести рисунок по всем контурам. Глазурь должна быть не обязательно черного цвета, она может быть серого, бежевого, коричневого и вовсе белая. Но если она светлая, то в конце все контуры пряника лучше окрасить кондурином. При рисовании контуров не стоит торопиться, лучше аккуратно класть каждую линию и убедиться, чтобы зазоров не оставалось на стыках, иначе потом разные цвета витража мигрируют друг к другу в ячейки и рисунок будет испорчен. Если вдруг что-то пошло не так, как у меня, то свежую глазурь легко можно убрать с пряника чистой влажной кистью.
Все, вот такой пряник получился на этом этапе, откладываем его до полного высыхания глазури. Когда пряник уже высох, делаем смесь для витража. Для нее нам понадобится глюкозный сироп и водка. Их нужно смешать в пропорциях 1 к 1. Я не буду останавливаться подробно на этом, я уже рассказывала, как делать смесь в видео про пасхальные топперы. Ссылка на видео в описании. Там есть тайм-коды и легко можно найти нужный фрагмент. Смесь я окрасила в несколько цветов. Это зеленый, желтый, голубой, черный и часть смешала с белым. Золотой от Топ Декор. Это не окрашено. Здесь бежевый, розовый, фуксия, лиловый, фиолетовый, синий и еще 2 оттенка зеленого. Далее на кисть набираем немного смеси и переносим ее на пряник. Распределяем цвет в ячейке витража так, чтобы ячейка полностью заполнилась смесью и окрасилась. Но здесь важно не переборщить с количеством смеси, чтобы она не переваливалась, не переливалась через границы ячейки. Делать нужно аккуратно и не спеша. Я использую кисть с мягкой щетиной номер 1. Таким образом окрашиваю весь пряник. Цвета для открытки можно использовать любые, какие вам нравятся, какие, по вашему мнению, больше подойдут для этой открытки. Я хотела яркую открытку, я ее и сделала, но в некоторых местах положила много смеси, и эти места, мне кажется, слишком темными получились, поэтому постарайтесь сильно не окрашивать смесь и класть ее в ячейки таким слоем, чтобы покрыть зону ячейки, но не нужно делать этот слой слишком толстым, не перестарайтесь. Вот этот элемент нужно сделать прозрачным цветом, потому что это часть рубашки, а я сделала коричневым, но заметила это уже поздно. Если вдруг окрасили элемент не в тот цвет, то это можно исправить, пока смесь не высохла. Кистью аккуратно снимите смесь и окрасьте ее заново в нужный цвет.
После завершения окрашивания пряник нужно оставить до полного высыхания. Я оставила его на столе у батареи на ночь. Сейчас отличный сезон для таких пряников, быстро сохнут, отопление. На следующий день витраж полностью высох, он не лип к пальцам и выглядел как стеклышко. Я пробовала подсушить подобный пряник в духовке, высох он очень быстро, но потом, буквально через 30 минут после того, как я его достала, весь витраж, вся эта смесь покрылась морщинами. Я не знаю почему, нужно еще поэкспериментировать. Пряник у меня не идеальной форме, поэтому вокруг картинки осталась белая часть заливочной глазури, и я эту белую часть потом покрыла смесью коричневого цвета, но не сняла это на видео, к сожалению. Вот такая открытка у меня получилась, я не могу ею налюбоваться. Посмотрите, как красиво, как пряник переливается на свету. Если бы еще солнышко светило, вообще бы не было бы слов. Мне очень нравится. Благодарю за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и окажется полезным. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!